Каждый год в России исчезает город размером с Белгород, Тверь, Тулу или Сочи. Нет, пандемия коронавируса здесь ни при чем, как и природные или техногенные катастрофы. Каждый год только по этой причине наша страна теряет примерно 400 тысяч граждан. За 2020 россиян стало меньше на рекордные 487,5 тысяч человек. И это только официальные данные Росстата. Лучше всего дела обстояли в период с 2006 по 2011 год. Новая волна началась в 2014. А общая убыль населения за последние 20 лет исчисляется в диапазоне от 4 до 5 миллионов человек. Всем привет! Меня зовут Ленка. Ну что, вы уже догадались, что это за беда? Причина всему – эмиграция. И ведь выше я привела данные только о тех, кто официально снялся с учета в РФ. Если россиянин уже несколько лет живет за границей, но до сих пор прописан на родине, эмигрантом его не считают. Так, по данным Росстата, из России в Германию уехали 4694 человека, в то время как немецкая сторона зафиксировала 24 983 прибывших россиянина. В целом же, в 24 страны, которые входят в Организацию экономического сотрудничества, из России выехало в 6 раз больше людей, чем утверждают в Росстате. Хотя и официальные данные выглядят пугающе. Поддержите этот ролик лайком, если считаете эту тему важной. Сегодня выходцы из России – третья по величине зарубежная диаспора в мире, после Индии и Мексики. Только в США о своем русском происхождении заявили 2,6 миллиона человек. Всего за рубежом проживают более 10,5 выходцев из России. При этом Россия обогнала по темпам иммиграции даже самую густонаселенную страну. Китай покинуло 9,9 миллионов человек. Какие же люди уезжают из России? Бытует мнение, что это в основном бедные, неустроенные, которым вечно все не так. Мол, не смогли построить свою жизнь в России, не сможете и на Западе. Но, как показывает статистика, большинство иммигрантов имеет высшее образование и хорошую квалификацию. Около 15% имеет даже ученую степень. Но может они отучились, но не смогли найти хорошую работу и не умеют зарабатывать деньги? Тогда почему же даже среди ультрабогатых людей 45% рассматривают вариант эмиграции из России навсегда? Выходит, небогатые люди хотят уехать из России, чтобы больше зарабатывать. Но и богатые люди в России жить не хотят. А кто же тогда хочет жить в России? Вопрос. На самом деле, общий портрет типичного российского эмигранта примерно такой. Возраст в самом расцвете сил. 52% уехавших от 20 до 40 лет. Высшее образование имеют 92%. У половины есть несовершеннолетние дети, которые, скорее всего, получат гражданство другой страны. Половина имеют востребованную профессию и хорошую квалификацию, а 30% имеют свой бизнес или работают на фрилансе. То есть это молодые, трудоспособные, квалифицированные граждане. Такие люди считаются основой среднего класса, определяющего будущее страны. Вместе с каждым таким уехавшим Россия теряет самый важный ресурс. Нет, не нефть и не газ. Человеческий капитал. Людей, готовых трудиться, создавать, исследовать, генерировать новые идеи и инновации. По прогнозам Центробанка, к 2030 году 30-летних, а именно их больше всего и уезжает, то есть самых деятельных, способных и настроенных на создание семьи, в России останется только 8. Вдумайтесь, 8 миллионов человек. И с каждым годом все больше и больше среди уезжающих растет процент высокообразованных людей, так называемая утечка мозгов. В 2016 году 1200 заявок на патентное право
россияне подали в США, чуть меньше в Европе и Китае. А из самой России заявок на международный патент поступило около 2000. Все это, безусловно, сказывается и на тех, кто остается. Причем в самом прямом, материальном смысле. По подсчетам экспертов, с 2000 года экономические потери от эмиграции россиян только в развитые страны составляют 27 триллионов. Да-да, триллионов рублей. Это 27 тысяч миллиардов. А если представить, что каждый из тех 10 миллионов русских, живущих за рубежом, работал бы это время в России с окладом хотя бы в 50 тысяч рублей, то за 20 лет Россия только на налогах потеряла больше 60 триллионов рублей. Получается, каждый житель России за это время лишился примерно 400 тысяч рублей. А ведь эти расчеты не включают потенциально упущенную выгоду от инноваций, перспективных стартапов и научных открытий. Учитывая высокий уровень образования покидающих Россию, не исключено, что среди них может быть новый Сергей Брин, сооснователь компании Google, благодаря которой вы можете залипать в ютубчик. Или Андрей Дороничев, подаривший вам мобильное приложение Ютуба, в котором вы, скорее всего, и смотрите этот ролик. А на их место прибывают мигранты из ближнего зарубежья, преимущественно занятые в торговле и строительном секторе. Как вы думаете, если тенденция такого замещения сохранится, каким будет население России спустя пару поколений? Сможем ли мы гордиться новыми российскими учеными и изобретателями? И как вы думаете, останься Брин и Дороничев в России, смогли бы они сделать все то, что сделали? Появился бы такой Google, которым пользуется весь мир, но только российского производства. Мне часто пишут, что уезжают только слабые люди. Трусы, которые вместо того, чтобы бороться в стране, предпочитают сбежать. Я же считаю, что для того, чтобы оказаться в другой стране, где нет близких и друзей, которые тебе помогут и поддержат, где все новое и незнакомое, где нужно искать новую работу, новую квартиру, учить новый язык, для всего этого нужно иметь невероятную смелость и ум. Нужно быть очень уверенным и самостоятельным, чтобы на такое решиться. Так почему же такие люди готовы отправиться в чужую страну, оставить семью, друзей, знакомые места? По мнению Росстата, самыми распространенными мотивами эмиграции становятся личные и семейные причины. Вступление в брак, переезд к детям или родителям. На работу, по данным Росстата, в 2017 году уехало около одной тысячи граждан из 377 тысяч, напоминаю. Совсем другую картину рисуют нам социологические опросы. Большинство выбрали лучшие условия жизни и обустроенность быта за рубежом. Также жаловались на нестабильную экономическую ситуацию в России. Чуть позже я покажу результаты опроса в 2021 году. Как думаете, какая причина теперь будет на первом месте? Но для начала хочу заметить, что рост числа мигрантов – это общемировой тренд. Не только из-за беженцев. К 2017 году в мире насчитывали около 26 миллионов беженцев. А общее число международных мигрантов в 2017 составило 258 миллионов человек. Это плюс-минус население Индонезии. Да, Индонезия, Пакистан, Бразилия, Нигерия и Бангладеш обгоняют Россию по количеству населения. Количество мигрантов в мире уже превышает 3,5% от всего числа людей на земном шаре. И доля квалифицированных мигрантов среди них тоже растет. Не обязательно люди уезжают от чего-то. Есть люди, которые хотят ехать к чему-то. Я это все к чему? Есть еще одно распространенное мнение, что иммиграция – это предательство Родины. Много подобных комментариев я начиталась под этим роликом. В моем понимании человек должен всю жизнь расти и развиваться. Умственно, морально, в каких-то своих интересах и потребностях.
Вместе с развитием личности должна меняться и развиваться и среда, которая ее окружает. Как змея сбрасывает старую кожу, чтобы иметь возможность расти дальше. Мы не сбрасываем кожу. Мы меняем наше окружение, быт и уровень комфорта. Можем переехать из общежития в квартиру или из однушки в трешку, уехать из деревни в город или из небольшого города в столицу. Ваши возможности растут, а значит растут и потребности, и в этом нет ничего плохого. Это же никто не считает предательством. Хотеть чего-то большего – это нормальное, даже очень хорошее желание. Именно оно и двигает прогресс вперед. И в какой-то момент ты понимаешь, что перерос уже и это, что тебе мало столицы, мало тех возможностей, того опыта и того общения, что есть в одном, пусть даже большом городе. Ты понимаешь, что Родина для тебя – это весь мир и все люди, а не черточки на картах, когда-то прочерченные правителями только потому, что у них пушки стреляют лучше, а боеголовок больше. Поэтому большое количество мигрантов в качестве причины указывают желание получить новый жизненный опыт, желание увидеть мир и получить новые эмоции и новые знания. И все было бы ничего, если бы уехало, например, 1000 одних и приехало 1000 других. Обменялись опытом, все круто. Так у нас происходит с Украиной и Казахстаном. Входящий и выходящий поток мигрантов с этими странами примерно равный. А с развитыми странами почему-то так не выходит. После 2014 года с российского рынка ушло много иностранных компаний. Рынок труда для специалистов с зарубежным образованием сильно сократился. Поэтому даже тем, кто уезжал временно ради учебы, стало просто некуда и незачем возвращаться. К тому же в 2021 году расстановка приоритетов российских мигрантов несколько изменилась, подвинув желание комфорта и экономические причины на первое место, вышла потребность в безопасности. Желание избежать преследования по политическим и иным мотивам. Отсутствие свобод, коррупция. Это вызывает чувство безысходности и бесперспективности. И желание дать шанс своим детям на другое, лучшее будущее. Материальное благополучие отошло на второй план. Довольно высоко стоят два мотива. Уровень нетерпимости в обществе и люди. То есть то, как они себя ведут. Политические предпосылки все больше углубляют раскол в обществе. Отсутствие безопасности и уверенности в будущем заставляет нас везде видеть врагов. Только посмотрите, как общество разделилось на сторонников и противников вакцинации. Они спорят и люто ненавидят друг друга. Из-за этого люди становятся более раздражительными. Да и в целом моральные аспекты воспитания и понимание необходимости соблюдения законов у наших людей сильно страдает. А многие блогеры уже отмечали, что ни в одной среде больше нет такой травли и такой ненависти и хамства, как среди российских комментаторов в соцсетях. Я даже делала на эту тему отдельный ролик. Любопытно, что жить в России не хотят и вполне успешные граждане, очевидно, не испытывающие проблем с интересной работой, уровнем жизни или получением нового опыта. Проблема в том, что современная судебная система не гарантирует защиту их самих или их богатства. Да никому не гарантирует. Независимо от того, сколько денег ты заработал или насколько тихо пытался сидеть. Миллионеров с простыми людьми в современной России объединяет именно потребность в безопасности и стабильности. Забавно, что именно эти два слова – это и есть основа политики и громких речей современной власти. Ради стабильности нам внушают, что нужно бесконечно пахать за копейки, а ради безопасности ограничивают наши права и свободы. В результате россиянам и стабильность, и безопасность приходится искать за рубежом. Кто-то после всего услышанного подумает, что получается, как раз такие, как я, уезжая, и уничтожают нашу страну. И в какой-то степени, наверное, будут правы. Проблема в том,
что этот процесс начался задолго до того, как я стала совершеннолетней. Винить меня в том, что я не кошка с 9 жизнями и не хочу сидеть на корабле, который, очевидно, идет ко дну? Наш корабль идет ко дну. Что ж, ваше право. Тратить свою единственную жизнь на то, чтобы вас переубедить, я не буду. Но свое мнение вы можете оставить в комментариях. А еще можете подписаться на канал, если вам интересна тема иммиграции и жизни в других странах. И поддержать меня лайком, чтобы в этом году на канале появлялось как можно больше интересных роликов. Вам я тоже желаю всего наилучшего. Будьте здоровы, развивайтесь, стремитесь к лучшему. И до скорых встреч!